Чтобы получить представление, что же такое кембрийский период, давайте сейчас предположим чисто теоретически. Вот что если бы у нас была машина времени, и мы бы переместились в кембрийский период? Смогли бы мы там организовать кемпинг, разбить палатку, или поставить трейлер, развести костер и нажарить на углях аппетитных морепродуктов и наслаждаться покоем и одиночеством? Короткий ответ – категорически нет. Во время Кембрия, около полумиллиона лет назад, кислорода почти не было. Его содержание в атмосфере было примерно в 10 раз меньше, чем сейчас. Человек в кембрийском периоде просто задохнулся бы и не смог бы прожить и 5 минут, даже не беря в расчет температуру и давление, которые тоже были экстремальные в то время. Кроме того, постоянная жара. Никаких полярных снежных шапок тогда не было и в помине, как и суши тоже. Практически вся поверхность состояла из мелководных морей, и место для кемпинга найти было бы непросто. А если бы даже нам повезло, и мы нашли бы что-то, то берега тогда представляли собой голые скалы и песчаники. Не было ни еды, ни питьевой воды, ни защиты от ультрафиолетового излучения. Озоновый слой все еще не появился. Все эти трилобиты, пикаи, аномалокарисы, опобинии и прочие древние существа в воде выглядели бы для нас с вами чужими и опасными, хотя по размеру были относительно небольшими. Даже если оказаться там в скафандре, еда, вода и микрофлора Кембрийского океана химически несовместимы с нашим организмом. Глоток местной воды внутрь и мучительная смерть от инфекций или токсинов. Кембрий – это эпоха, когда современный животный мир только закладывался, а кислородная атмосфера и экосистема для суши еще не существовали. Для человека оказаться сейчас в те далекие времена – это практически то же самое, как и оказаться на Марсе. Вообще, за всю историю Земли условия, когда человек мог как бы разбить кемпинг без скафандра, появились всего 300 миллионов лет назад. Но если говорить о полностью комфортных условиях, полностью как сегодня, то это всего лишь 15 миллионов лет назад. То есть вдумайтесь в это. За всю историю существования жизни на нашей планете, ну, допустим, 2 миллиарда лет назад, 2 миллиарда лет, полностью пригодная среда обитания для человека существует только 1% всего этого времени. Невероятно, не правда ли? Развитие жизни на Земле подсказывает, где нам искать следы жизни на других планетах. И многое мы уже знаем. Вот если вы подпишетесь и наберется хотя бы 30 лайков, мы выпустим продолжение о самых невероятных этапах истории нашей планеты. Пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк. Со времени появления предков всего живого на Земле, одноклеточного организма Лука, прошло 1,5 миллиарда лет. Не все потомки Луки были такие же миролюбивыми, как он, и захотели питаться только исключительно химическим бульончиком в океане. Появились клетки с ядром, зукариоты, которые стали охотиться на другие клетки, поглощая их. Этот процесс дал начало новой схеме развития всего живого на Земле – хищник-жертва. Жертвы изобретали способы защиты, становились больше и объединялись в сообщества. Хищники делали то же самое, совершенствуясь в нападении.
Появились многоклеточные существа. Часть из них решила стать растениями, часть грибами, а часть животными. Биомасса накапливалась, пока, наконец, около 500 миллионов лет назад в океане внезапно появилось огромное количество разных водорослей и животных. Это событие назвали Кембрийским взрывом. Появившиеся хищники с аппетитом полностью доели беззащитную эдиакарскую биоту, которая существовала до сих пор, и с энтузиазмом начали охотиться друг на друга. Совершенствование систем защиты и нападения стремительно росло. Это, собственно, и стало причиной видового разнообразия Кембрийского взрыва. В это же время появилась пикайя, первый организм с зачатками позвоночника, который стал предком практически всех современных наземных животных и человека в том числе. Появились трилобиты. Это такие гигантские подводные мокрицы с размером до 1 метра. Трилобиты были очень распространены. Их остатки находят повсюду. Одним из самых кошмарных хищников Кембрийских океанов был аномалокарис. Выглядел как жуткая креветка длиной в основном около 60 сантиметров, но иногда достигал даже 2 метров. Более мелкие хищники были опобиния и хурдия виктория. А вот, например, морелла вообще напоминала чудовище из самого жуткого кошмара. В это время произошло разделение животного мира на группы, которые легли в основу дальнейшей эволюции. Среди появившихся животных были коралловые полипы, головоногие моллюски, предшественники современных осьминогов и кальмаров, членистоногие, которые стали предками всех ракообразных и насекомых, и хордовые, предки всех позвоночных животных. Хорда – это тот самый зачаток позвоночника у пикайи, о котором мы уже упоминали. Вот вы видите теперь, насколько хрупка наша Земля. В любой момент что-то изменится, и ведь изменится обязательно, как бы мы ни старались. И все живое опять встанет на грань полного вымирания. Поэтому, если человечество хочет сохраниться как можно дольше, оно просто обязано научиться жить под поверхностью планеты, больше полагаясь не на природу, а на технологии. Ну а что касается Кембрийского взрыва, то запущенный раньше механизм развития жертва, хищник, привел к расцвету сложной жизни на Земле. Жертвы становились крупнее и обзаводились панцирями и рогами, сбивались в стаи. Хищники тоже увеличивались в размере, становились стремительнее, развивали органы чувств, мозги. Увеличение в размерах хищников, в свою очередь, заставляло жертв вырасти еще больше. И в итоге эта гонка привела к тому, что на Земле появились огромные деревья, а животные в эпоху динозавров эволюционировали в сущих монстров гигантских размеров. Самый крупный такой динозавр, известный науке на сегодняшний день, это аргентинозавр. Жил 95 миллионов лет назад в Патагонии, весил до 100 тонн, как стадо африканских слонов. Этот динозавр был травоядным. Да-да, жертвы часто были крупнее хищников, потому что для них эволюция средств защиты важнее. Если хищник может позволить себе несколько неудачных охот, в итоге он все равно найдет себе пищу, то жертва себе такого позволить не может. Ведь каждый проигрыш для нее фатальный. Самым крупным хищником, хищным динозавром, был спинозавр, найденный в Северной Африке. Весил он около 10 тонн, что, согласитесь, тоже немало. Спинозавр жил на мелководье и охотился в основном на гигантских мезозойских
и крокодилоподобных амфибий, и, возможно, даже мелких динозавров, зашедших к воде. Другим суперхищником примерно таких же размеров был тираннозавр Рекс, всем известный тираннозавр Рекс. Жил в Северной Америке и охотился на других динозавров. На трицератопсов, эдмонтозавров. Имел огромную голову до 1,5 метра в длину или 5 футов, с челюстями, способными раздавить автомобиль. Длина зубов до 30 сантиметров или 1 фут. Все эти гигантские монстры вымерли так же, как все другие экзотические виды, жившие до них. В этот раз причиной очередного массового вымирания стал гигантский астероид, упавший в Мексике.